Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня сделаем онлайн гадание, расклад карт Таро. Вот на такую тему. Мужчина моложе, ваши отношения его глазами. Да? Вот, женщина старше, мужчина моложе. Как он видит, да, ваши отношения, какие у него планы, какие перспективы, возможно, он видит. Ну и как обычно, для тех, кто захочет, в конце расклада мы поработаем с колодой, с раскладом, обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям, чтобы убрать препятствия, которые нам покажет этот расклад. Так, мужчина моложе, ваши отношения его глазами. Второй расклад. Итак, давайте так. Ваши отношения с вашей точки зрения, да, чтобы вы поняли, это расклад вообще ваш или не ваш. Какой он для вас, мужчина? Каким вы его видите? Какие планы у вас на него? Да? Давайте посмотрим. Так. Следующее. Как он видит ваши отношения? Да? Как вы для него? Кто вы для него? Как он вас видит, его планы на вас, да, вот его взгляд на ваши отношения. Ну и посмотрим, давайте, чтобы поместилось, и давайте посмотрим, как он видит перспективу ваших отношений, да? Перспектива отношений его глазами. Да? И еще возьмем вот такую колоду Таро ангелов и спросим совет у них, да, для вот таких отношений. Эти отношения сами по себе, ну, с одной стороны прекрасны, с другой стороны могут быть сложны тем, что здесь разное мировоззрение иногда у людей. Давайте посмотрим совет карт. Совет ангелов, да? Его мы откроем. Итак, начинаем. Очень интересно. Сейчас разберемся. Девочки, мои леди, сейчас во всем разберемся. Ого, ну давайте, сейчас будем разбираться. Сейчас все расскажу, открою все карты. Так, итак, первое у нас это ваши отношения с вашей точки зрения. Да? Как вы видите эти отношения, кто он для вас, каким вы его видите, какие планы у вас на него. Ну, смотрите. Видите, эта карта нам показывает то, что, видимо, была бурная ночь. Да, он еще вот даже с бантиком от вас на ручке, а вы уже проснулись, открыли окошко и говорите ему: вставай, да? То есть это восьмерка жезлов. О чем это говорит карта? Эта карта говорит, что, ну, сексуальные отношения у вас замечательные. То есть в постели, во всяком случае сейчас, во всяком случае так было, да. Может быть, сейчас они там и из-за каких-то обстоятельств не происходит так часто, или
вообще не происходит, но в постели были отношения замечательные. То есть он по этой карте, ну, полностью тонул в вас, вот, ну, вот каждый ваш вздох приносил ему удовольствие. То, что было в постели, было полностью замечательно. Ну вот сразу появляется ваше отношение и к этим отношениям, да, ваш взгляд. То есть вы, возможно, изначально просто, ну, отнеслись к этому как к своей сексуальной утехе. То есть карты говорят о том, что вот он полностью загруз, да, а вы живете в трезвом мире, у вас есть какие-то планы, вам нужно утром вставать, вам нужно двигаться вперед, вам нужно, не знаю, строить карьеру, планы, двигаться. То есть вы, да, вы тоже получаете большое наслаждение на этих отношениях, но у вас есть очень много более важных вещей, ну, может, не более важных, но важных вещей, каждодневных вещей, в которых вы успешно к ним движетесь, да. Дальше. Смотрите, какая интересная карта, опять же, раскрывает ваши отношения с вашей точки, как вы видите их, ваши совместные отношения, как видите их. Вот мужчина почему-то, видите, в маске, да, он целует вам руку, вы это приоткрыли свой веер, вы показываете истинное лицо. Он почему-то, скажем так, немного скрывается. Пусть и половина его лица закрыта маской. О чем это может говорить? Да, люди вот сзади. Во-первых, возможно, изначально или и сейчас, да, вы не сильно афишировали эти отношения, он не афишировал себя в этих отношениях. Может быть совершенно другое значение. Может быть значение такое, что вы не показываете то, что вы старше. То есть у вас вот вы, ну, вы действительно гораздо моложе выглядите своего возраста, да, и вам легко скрывать разницу в возрасте с ним, да, вам комфортно с ним, вам весело, вы веселы на картах. Вы немножко думаете о том, что говорят окружающие, а он даже одел маску, то есть он сопротивляется от разговора, вам так кажется, окружающих, но вот именно это ваш взгляд на эти отношения. То есть вы думаете о том, что он думает по поводу разговоров о вас. Да? Тут можно можно говорить, что вы переживаете о том, что у него будут другие, более молодые женщины. То есть элемент ревности эта карта тоже показывает. Дальше идет ваша личная карта. Ваша личная карта – это королева мечей. Это, видите, достаточно решительная женщина, уверенная в себе, у нее куча защиты сзади, да, то есть она себе уже построила базис, да, у нее есть какой-то опыт отношений, опыт разочарований, она уже знает, вот как поступить в данном моменте, как сделать, если вот так тебя обидели. Ее, ну, невозможно обидеть, но при этом всем вы видите, вы дама в красном платье. Красное платье говорит о том, что вы хотите отношений, безумно хотите отношений. Или эти отношения вас настолько вскружили. И видите, вы меч кладете перед ногами. То есть вы этому мужчине в этих отношениях даете шанс. Вы готовы забыть все плохое, то, что у вас было в жизни до этого, весь тот опыт, да, все то, что омрачало вашу жизнь, те мужчины, которые проходили и просто потоптались по жизни, да, вы готовы о всем этом забыть и дать ему шанс. У него отдельный шанс от вас. Дальше у нас выпадает колесо фортуны. Тоже характеризует, как эта карта характеризует ваши отношения, как вы их видите.
Вам почему-то кажется, что мужчина, если вы заметили, тут занимает позу такую немножко отреченную, а вы полностью в нем растворились, да. Также говорится о том, что почему-то в этих отношениях происходит цикличность. Или какие-то ссоры постоянно происходят, или недопонимание, или что-то происходит циклично, или он появляется, исчезает циклично, или у вас то проявляется к нему интерес, то исчезает. Вот так происходят эти отношения с вашей точки зрения. Это вас не устраивает. И у нас выпадает еще и королева Пентаклей. То есть вы не только сильная женщина, но вы еще и женщина достаточно состоявшаяся, которая есть основа под ногами, да, у которой есть уже какой-то постоянный заработок, какой-то базис, какие-то знания, вы растете постоянно над собой, вы чему-то учитесь. То есть вы, скажем так, вы несравнимы с женщиной, девочкой, которая там 20-16 лет. Вы прошли эту жизнь, и каждый год вы собирали знания, собирали мудрость и преуспели в доходе, да, что карта показывает. Ну вот и вам кажется, да, вот как вы видите эти отношения, что вы его выше, да, по статусу материальному, да, и расклад вот показывает цикличность, то есть вы, скорее всего, ему об этом постоянно, не постоянно, с какой-то периодичностью говорите. То есть, моя дорогая, моя золотая, вы постоянно ему напоминаете о том, что вы мудрее, что вы состоялись, хотя не хотя, поступками. То есть вы говорите, я больше знаю, вы сами говорите о своем. Это действительно так, но об этом не обязательно говорить, надо быть мудрее, да. Мужчина хочет чувствовать себя лучше, умнее возле женщины, да. То есть слушайте, спрашивайте его советов, интересуйтесь им, для того, чтобы он чувствовал себя мужчиной не только в постели. Пускай он думает, что он что-то решает, да? Пускай он тоже принимает решения. То есть вы уже что-то придумали, и спросите его об этом. Но спросите хитро, да. Не так, что я решила купить, не знаю, нам поездку, отдохнуть, да. А как ты думаешь, дорогой, было бы так замечательно поехать куда-то отдохнуть, мы там на Бали, я условно говорю, не знаю, на озеро, поездка на шашлык, помнишь, как было хорошо, ты сам говорил, и потому я решила. Видите, какая разница? Он чувствует себя мужчиной, да, мужчиной не только в постели, мужчиной в жизни. Хорошо, переходим дальше. Как он видит ваши отношения, кто вы для него и как он видит вас, его планы на вас. Да? Теперь с его стороны смотрим, как он видит вас. Ну, во-первых, карты нам показывают, что он, видите, видит, что вы к нему расположены, но почему-то здесь есть какой-то прошлый мужчина, которому у него возникают большие сомнения. То есть почему-то он думает, что он может на вас влиять, возможно, еще хочет вас. Да? Это то, что у него в голове, и может это даже вызывать ревность. Если он об этом даже не говорит, это не значит, что это не так. То есть его гложет ваши прошлые отношения. Серьезно гложет, он постоянно об этом думает. Он видит то, что вы показываете, что вы его единственный, что вам никто другой не нужен, что вы вся его без остатка. Но он все время мысленно думает, что есть,
Это или прошлый мужчина, да, или какой-то поклонник, который старше его, гораздо более основательный, мудрее, может быть, финансово сильнее, чем он. И это одна из галочек, которая у него висит в голове постоянно. Ну, что я хочу сказать? Тут еще очень интересно, что карта показывает то, что да, он вас любит, но кто-то третий еще смотрит. Опять же, третий, ну, в данном случае на карте это ребенок. Но это условно может быть ребенок, то есть, который смотрит за этими отношениями, и это ему не очень нравится. Это может быть родственник, это может быть даже его родители. То есть его тревожит вот этот человек. То есть человек какой-то, который именно с любовью к вам, да, и он как бы ревнует, а есть какие-то внешние. Девятка жезлов показывает, что есть какие-то внешние воздействия, которые его тоже тревожат. То есть ему кажется, что кто-то за ним скептически, видите, насколько суровый взгляд, наблюдает за вашими отношениями. Ему бы вот это про все это не думать, а вам бы помягче быть. Ладно, продолжаем. Опять же, как он видит ваши отношения. Вот интересная карта получается. Карта не очень хорошая, двойка кубков в этом раскладе. Она показывает себя не очень хорошо. Если видите, на карте изображено два человека, мужчина и женщина. И оба они сидят на колодцах и пьют воду. Да, каждый из своей чаши. Казалось бы, они могли быть вместе, во-первых. Но главное значение этой карты это то, что у вас то ли раздельные финансы, то есть из разных точек, то ли очень сильно, как-то отличаетесь вы эмоционально. То есть он переживает из-за того, что, возможно, и при том, видите, насколько вы уверенно сидите, да, вы уже выпили, у вас валяются чаши, которые не нужно, вы в расслабленном положении, а ему еще пока все тяжело, да, то ли знаний у него не хватает, а у вас опыт, то есть он это чувствует. Что-то вы черпаете, вроде бы и пьете одно, но из разных, да. Возможно, это связано с тем, что, не знаю, у него там условно увлечение рыбалка там, а у вас кулинария. Возможно, у него еще в голове дискотеки, а вам уже это немножко поднадоело. Или наоборот, у вас дискотеки, а ему что-то не... То есть у него есть сомнения по поводу того, что немножко разные у вас разные как бы источники утоления жажды. Да? Это может быть как материальный источник. Но смотрите, как он на вас смотрит. Он равняется на вас, он хочет, как вы. И также у него, вот карта показывает, да, то, что, сексуально он нас очень хочет. Он хочет вас любыми путями, да. То есть он хочет вас и обманным путем, и готов на все говорить «да». И только бы вас получить, да, карта обмана, карта Луны, только бы иметь вас, потому что вы приносите ему дикое наслаждение. А приносите вы дикое наслаждение тем, что вы раскованы в постели, да. Он не может это получить с девочками младше, он никогда не испытывал это с другой женщиной. Вот он просто тонет в вас. Он тонет в вас. И следующая карта продолжает, да. Вот, казалось бы, канкан девушки танцуют, да, казалось бы, они все одинаковые, все в красных платьях, в шапочках. Он выбирает вас одну.
Только вы ему нужны. Но посмотрите, что тут необычного. Он дал вам один цветочек и держит напоследок все цветочки. Да, большой букет он держит напоследок. Это говорит о том, мои золотые, что у него очень хорошие планы на вас. Он видит будущее вас, он хочет вас. Есть, конечно, сомнения, но он видит то, что он хочет вам давать больше. Эта карта тоже может говорить о том, что, возможно, он, допустим, хочет вам больше уделять времени, хочет вам больше дарить подарков, но пока еще не может. Да, вот не может, ну не сложилась так жизнь, как бы. Он еще, ну вот по сравнению с вами, к тому, к чему мы привыкли, то, что у вас есть, тот базис, который у вас есть, как у женщины, да, он постоянно чувствует, что он не додает. Ему хочется больше, это желание очень замечательно. Итак, и какие же он перспективы? Тут вообще все замечательно. Рисует по поводу вас. Немножко он переживает, то есть у нас выпала двойка, это дама, которая сидит в голубом платье, да, она рассматривает, это верховная жрица, она рассматривает книгу, у нее призакрыты глаза. Он переживает, он вас до конца не понимает, да, он переживает о том, что, возможно, вы ему даже не ответите, да, что вы ему не по зубам. Он видит вас таинственность. Ну, вот вы для него совершенно непрочитанная книга. Вы для него каждый день открываетесь по-другому. Вы каждый день его вдохновляете на ваши отношения. Вот именно это показывает карта. Да, даже если он вам об этом не говорит, он действительно так думает. И вы должны это чувствовать. То есть вы его восхищаете, но таинственно ему, ну, вы как бы за вуалью, вы ему даже, возможно, не показываете то, что вы хотите с ним продолжать отношения, что вы хотите там свадьбу, да, вот следующая карта, она карта свадьбы. И вы как бы призакрываете эту тему, возможно, это правильно, но у него есть планы на свадьбу. Карта свадьбы выпала, это замечательно. Выпала карта двойка пентаклей, да, это дети. Но все равно, понимаете, вот как-то, вот именно тот расклад, про который мы говорим, мужчина, он может казаться, да, очень уверенным, да, он там и ухажер, и ревнивец у нас показал, да, там где-то, может, в душе. На самом деле он ребенок и видит вас девочку. Вот именно он видит вас девочку. То есть никаких препятствий по поводу возраста и сомнений я вообще здесь не вижу в этом раскладе. Ему хочется просто вас трогать, просто целовать, просто ехать с вами вперед вместе. И это очень хорошо. Также выпал туз пентаклей, это говорит о том, что он понимает, что в этих отношениях важны деньги. То есть ему нужно стать более стабильным, ему нужно двигаться вперед. И он также показывает расклад на то, что ну, во всяком случае, вы так себя преподнесли, к сожалению, что деньги для вас важны в жизни, но это и есть так, конечно. И он понимает, что это то, что вы от него хотите, ему надо работать. Но также карта показывает, то есть это нулевой аркан, это обнуление, что иногда он бывает, скажем так, достаточно веселым, не знающим, неопытным, получать от вас букетом по голове, не знаю, там бить чашки, посуду, веселиться, танцевать. И карта говорит о том, что, ну, с одной стороны,
ему хочется свадьбы, хочется отношений с вами, да, вот таких более детских, не тех, которые вы ему как бы навязываете, ну не навязываете, вы его учите, ну его нужно учить, вот видите, он вот такой веселый. Его нужно учить тому, что строить жизнь, но он должен сам к этому идти, то есть он не должен чувствовать, что вы его учите. И потому как бы у него, к сожалению, есть мысли, что, возможно, это все обнулится и исчезнет в один момент, да, по какой-то глупости. Давайте посмотрим совет карт. Да, что нам? Карта возрождения. Время баланса и сдержанности, объединение усилий и компромисса. Ждите наиболее подходящего времени. Но видите, нас совет ангелов как раз возвращает к нашему раскладу и говорит о том, что нужно держать баланс. Да? Мужчина — это не собачка, которую вы привели в дом, и у вас уже все там, я согласна, у вас там уже все спланировано, все по графику, все как вы знаете, как вы любите, как правильно. Он должен чувствовать себя мужчиной. Нужно, карты говорят, время баланса и сдержанности. Сдерживайтесь, раскрывайте себя в удовольствии, да. Не давите на него, что он там чего-то не знает, что он где-то неопытен, что вы лучше по статусу, чем он. Это дорога в никуда. Лучше подсказывайте ему, притом с таким предложением, что «А помнишь, ты говорил, что вот туда, если пойдешь, то там будет заработок выше». Да, там, условно я говорю. То есть постоянно это он говорил, а вы только напоминаете. Объедините усилия и компромисс. Понятно, да? Хорошо, девочки, давайте из этого расклада уберем все препятствия. Если у вас есть, конечно, желание, то сделаем такую коррекцию небольшую расклада. Смотрим. Давайте уберем, наверное, цикличность возвращения того, что периодически бывают ссоры или какой-то уход. Это однозначно уберем. Я бы, конечно, убрала и вот эту вашу доход, да, то, что вы зациклены над тем, не зациклены, то, что вы стабильно стоите по жизни и ему об этом намекаете, да, ссора. Но давайте оставим ваш доход, а уберем цикличность, чтобы вы не возвращались к этому вопросу. Давайте, естественно, уберем, что он видит что-то из ваших прошлых или отношений с более зрелым мужчиной, чем он. Да, из нашего расклада женщина старше, мужчина младше. Ваши отношения его глазами. Давайте уберем, чтобы он не думал, что за ним кто-то наблюдает, да? Что за вашими, и не то, что наблюдает, осуждает. Давайте уберем, что вы пьете из разных или черпаете информацию или удовольствие, то, что вас разделяет. Да? Давайте это уберем. Останется у нас страстное отношение, да, и он выбирает вас из множества. Дальше. Тут у нас, в принципе, почти все хорошо. Естественно, мы оставим свадьбу, естественно, мы оставим его такие нежные детские отношения к вам. И доход также оставим. Давайте уберем ту таинственность, которую он не совсем понимает, потому что в этом раскладе она выпала как отрицательная карта. То есть здесь хочется, во всем этом раскладе мне хочется легкости отношений, чтобы он чувствовал, так как он вот выступает такой легкий относительно,
чтобы ему казалось, что все легко. И убираем то, что, во-первых, может обнулиться, то, что он такой шалтай, весельчак такой, голохвастов, да, это мы тоже убираем. И смотрите, что у нас получилось кратко. Вы любите, вы любимые, у вас есть мощная своя позиция, да, иногда агрессивно, но вы можете себя отстоять, у вас есть достаток, у вас прекрасные ночи, он видит вас, да, за то, что вы видите в отношениях, то, что он видит. Хоть вы женщина старше, он мужчина младше, он безумно вас хочет, он выбирает вас из всех остальных, он хочет свадьбу, то есть более серьезных отношений, да, он хочет с вами быть на равных, скажем так, да, и хочет зарабатывать деньги. Так, девочки, хорошо. Вот те препятствия, которые мы взяли из этого расклада. Сейчас, пожалуйста, мы обратимся к силам высшего рода, вашего рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям с просьбой убрать все те препятствия, которые показал нам расклад. Итак, сейчас вы пока вспоминайте, пожалуйста, весь тот род, который стоит за вами, все, кто вам может помочь, а я ищу карту Верховный суд и карту Мир. Сейчас. Видите, запуталась. Ну, это знак. Видите, путаются то с головы на ногу. Так, ищем. Видите, не так просто. Казалось бы, сколько всего. Сейчас, девочки, секундочку. Запутано все, видите? Чего все выровняем? Так, карта Мир. Видите, сколько пришлось перелопатить? Сколько, в принципе, тараканов и у вас, и у него в голове нужно пройти, чтобы убрать эти препятствия. А мы сейчас обратимся к высшим силам, к силам рода, чтобы они нам помогли это сделать гораздо быстрее, чем мы все события перебрали, почти всю колоду. Так, девочки, сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Мужчина моложе, ваши отношения его глазами. Женщина старше, мужчина моложе. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. Так, сейчас проверим. И в комментариях не забудьте писать для закрепления «Спасибо, да будет так». Ну, лично все, кто на меня подписан, это знает. Сейчас проверим, подействовала ли наша коррекция. Убрали ли мы все препятствия, которые нам показал расклад. Если что, повторим.
Ну, выпадает башня. Башня в данном случае, в этом сочетании, по поводу чего башня? Ну, вот вы счастливы, да, вы на людях с ним. Рыцарь кубков, то есть какие-то эмоции очень яркие. Возможно, это показало то, что не показало в том раскладе, что у вас была ссора или будет. Ссора из-за какого-то движения по колеснице. То есть видите движение, вроде бы мужчина и за рулем, но вы вот сверху руководите им. Так, убираем. Девочки, пожалуйста, сосредоточились. Убираем, нам никаких ссор не надо. Мы сделаны для счастья, любви, независимо от возраста. И вообще, когда женщина любима, никакого возраста у нее нет. Она остается красивой, счастливой. Так. Давайте еще раз. Убрали ли мы препятствия? Дьявол выпадает. Дьявол и 9 кубков — это говорит о том, что, ну, во-первых, может говорить, что мужчина вас этот использует в этом раскладе. Видите, не так. Его какой-то мужчина старше, это может быть отец, может быть какой-то знакомый, более опытный, ему рассказывает о том, как вас использовать привязками. Но видите, он все равно думает о том, что это не хочет он использовать, он хочет быть с вами. Так, давайте еще раз берем вот это. Видите, всплывает. Давайте уберем это. Девочки, сосредоточились. Если у кого-то, мы последний раз пытаемся убрать препятствия из этих отношений, если у кого-то не получится, это мы последний раз сделаем. Да? Во-первых, сосредоточились, вспомнили бабушку, вспомнили дядю, который вас любил, вспомните ее прабабушку. Все, вот та толпа людей, которая стоит за вашим родом, они все на вас смотрят, они все вам помогают. Если не получится сейчас убрать, то, пожалуйста, вы чувствуете, что для кого-то это получится. Да? Ну, просто расклад общий показывает, что не у всех так, не у всех получилось. То можно пересматривать эту часть видео. Так. Что-то мы так все хорошо, в принципе, расклад показала. Тут такие вещи показывают. Но видите, уже меньше препятствий. Так, смотрим. Верховным судом накроем. Сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. В комментариях пишем спасибо, да будет так. Сейчас мы проверим, получилось ли у большинства девочек убрать те препятствия, которые у них в отношениях, моих золотых леди. Получилось ли у нас убрать те препятствия, которые показал расклад Таро? Мужчина моложе, ваши отношения, его взгляда, его глазами. Женщина старше, мужчина моложе. Ну, смотрите. Показывает, что мужчина будет как бы более, ну, или себя преподносить более серьезно, более старшим, или его поступки станут серьезные, действия его более серьезные. Это очень хороший
вариант нашего того, что мы убрали препятствия. То есть, да, мы убрали препятствия, большинство из вас убрали препятствия. Видите, его уже не так интересуют другие девушки, тоже это нам карта показывает. Здесь, конечно, есть какие-то его друзья, какие-то общения, но человек должен общаться. Так, спасибо, девочки, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Подписывайтесь. Не забываем писать спасибо, да будет так, да, для тех, кто остался на коррекцию. Ваша Луна. Хорошего дня, самой приятной ночи. Все будет хорошо.